Всем привет! Сегодня мы наконец-то поговорим про кожную гиперчувствительность. Если у вас есть такие особенности, у вас есть кожная гиперчувствительность, и вы хотите про это рассказать, поделиться своим опытом, пожалуйста, пишите в личные сообщения, мы обязательно с вами сделаем интервью. А сегодня буду делиться своим опытом. Я буду рассказывать о своей кожной гиперчувствительности, как я с этим живу, и, может быть, какие-то хитрости, которые помогут вам облегчить свое существование, если у вас такие же есть особенности. Вопросы, соответственно, буду задавать тоже себе я. Вопрос первый. Что способствует скорейшему наступлению сенсорной перегрузки? Скорейшему наступлению способствует чувство голода, чувство общего утомления, любые болезненные состояния, когда падает иммунитет, общая выносливость снижается. Плюс способствует долгий период комфорта. Если я долгое время пребывала в одежде, которая была максимально натуральна, мягка и приятна со всех сторон, то затем любое изменение в сторону синтетики, ярлычка торчащего, шва от вышивки и так далее воспринимается крайне тяжело. Если режим такой, что время от времени я ношу комфортную одежду, время от времени некомфортную, то я легче это воспринимаю. Поэтому для себя я сделала такой вывод, что все-таки иногда нужно надевать некомфортную одежду. Вопрос второй. Какие тактильные ощущения приносят дискомфорт? Ну, здесь достаточно просто. Все синтетические ткани, все ткани, которые царапают кожу, то есть это ярлычки, нашивки с указанием размера и прочего. От них достаточно сложно, к сожалению, избавиться. Можно их обшивать изнутри такой гладью, да, вы знаете. Можно зашивать их какой-то гладкой тканью, можно их пытаться отрезать так, чтобы их не было видно, но это сложно сделать. Дальше. Что вызывает дискомфорт? Все виды вышивки с оборотной стороны воспринимаются как царапающие. Поэтому на моей одежде практически нет вышивки. Что еще? Безусловно, тесная обувь, которая хотя бы немножко сдавливает ногу. Следующий пункт – это бра. Бра – это зло, с моей точки зрения. Ну, и по своей работе я знаю, что у людей, которые есть такие особенности, то бра – это зло. Потому что самые расслабленные спортивные бра, да, которые без косточек, бесшовные и так далее, они все равно оказывают давление на грудную клетку, и это очень некомфортно, от этого хочется поскорее освободиться. И в свое время у меня было такое заблуждение, мне казалось, что здесь вопрос компетенции, что у меня недостает компетенции, чтобы подобрать идеальное бра. И в Москве есть такой специалист, достаточно известный, который занимается именно этими вопросами, и я к нему обратилась и заплатила уйму денег на то, чтобы мне помогли выбрать идеальный вариант. Он был достаточно расслабленный вариант, не тугой, бесшовный, идеальный с точки зрения консультанта. Но носить впоследствии я его все равно не смогла с комфортом. То есть это каждый раз была пытка, это каждый раз было огромное усилие с моей стороны, чтобы его надеть. И в тот момент мне казалось, что это неграмотная работа специалиста. Хотя сейчас я понимаю, что это исключительно про гиперчувствительность, это не про компетенцию специалиста. Просто любое бра воспринимается как давление, как стягивание, и поскорее хочется от него освободиться. Небольшой лайфхак, который помогает моим клиентам. Под бра вы надеваете очень тонкую, хлопчатобумажную, очень-очень тонкую футболочку. Такую, знаете, прозрачную. Вот бывают такие футболки состаренные, они почти как прозрачные. И сверху вы надеваете бра, а уже сверху, поверх всей этой комплектации, вы надеваете непрозрачную блузу, кофту, платье, все что угодно, достаточно плотное, да, чтобы фактура скрывала то, что под ним у вас еще футболка. И этот верхний слой не дает угадать, что под бра у вас тоненькая-тоненькая футболочка. Тогда носить бра вам будет достаточно комфортно, у вас не будет такого давления сильного от лямок, от перемычек, и не будет постоянного трения, кожа не будет так остро на это реагировать. Если все-таки бра вам необходимо носить, то можно попробовать использовать этот лайфхак. Следующий вопрос.
Когда и каким образом я заметила в себе повышенную чувствительность. Ну, не заметить это сложно. Другой вопрос, когда я осознала, что это именно гиперчувствительность, то есть подстраивалась под свою чувствительность я всю жизнь, да, я понимала, что не могу носить колготки хлопковые, они кусаются, то есть в детстве это была проблема. Очень многие ткани я не могу носить, то есть, ну, это было очевидно, что я избегала тех сигналов, которые мне встречались по жизни, которые были дискомфортны. Например, я никогда не ношу водолазки, потому что для меня это давление чрезвычайно ощутимо. У парикмахера я стригусь или на максимально расслабленном воротничке, или без воротничка, потому что мне проще так, чем переносить этот дискомфорт. Я просто не могу дышать. То есть если у меня здесь вот у парикмахера эта штучка, которая защищает одежду от попадания волос, фартук, наверное, называется, то вся эта стрижка превращается в испытание, на которое я не соглашаюсь. То есть мне проще потом почистить одежду, там, принять душ и так далее. А то, что это гиперчувствительность, я заметила где-то, ну, в 34, наверное, года. Я поняла, что у меня есть такая особенность. Я начала специально выбирать мягкую одежду, одежду с мягким ворсом, одежду типа вельвет, осознанно избегать ношения бра. То есть я поняла, почему я это делаю. Раньше я это просто делала, теперь я поняла, почему я это делаю. Осознанно также избегать похода к парикмахеру с тугим вот воротничком. Я вообще не смотрю в сторону водолазок и подобных кофт. То есть раньше у меня были попытки, а не носить ли мне все-таки такие водолазки. И каждый раз я от них освобождалась. Теперь у меня нет поползновений в эту сторону. И максимально комфортная обувь, широкая, которая нигде ничего не натирает, не давит, не сжимает. То есть, ну, максимально свободный стиль в одежде. Следующий вопрос такой интересный. Какие плюсы я нахожу в повышенной чувствительности? Ну, повышенная чувствительность кожи, она несет, безусловно, свои плюсы. Мне, чтобы познакомиться с каким-то объектом, необходимо его потрогать. То есть если я в путешествии, то я смотрю глазами, и я трогаю стены, траву, деревья, все, что я вижу, мне обязательно нужно потрогать, какое это на ощупь, какая у него текстура. Также я получаю большое удовольствие от прикосновений. К примеру, вот я вчера купила штору новую домой, и больше всего меня греет, что эта штора бархатная, что она мягкая. Вот. Это ее качество выводит ее в лидеры. Так что в общих словах это один из каналов, через которые я получаю большое удовольствие от жизни. Следующий вопрос. Как я чувствую приближение сенсорной перегрузки? Я чувствую, что у меня очень быстро начинает нарастать раздражение, и мне нужно избавиться от какого-то прикосновения, от стимула и так далее. То есть у меня где-то, например, шов царапается, да, и я вся кручусь и не могу ни о чем думать, кроме как избавиться от этого. Или мне вот у парикмахера тут сдавливает этот воротничок, да, и я не могу с ней поддерживать беседу, я не могу там обсуждать стрижку, мне нужно срочно избавиться от этого стимула. Вот. Нарастает раздражение, и восприятие сужается до вот этого неприятного стимула. Таким образом, я чувствую приближение сенсорной перегрузки. Следующий вопрос. Какие способы защиты я использую? Это свободная, просторная одежда, комфортная, мягкие ткани. То есть, если у меня стоит выбор надеть дискомфортную одежду и пробыть в ней значительное время, или комфортную одежду, я однозначно сделаю выбор в пользу комфортной. Я очень дозированно ношу некомфортную мне одежду и обувь. То есть я прям тщательно фильтрую все, что я надеваю, и у меня мягкая одежда, у меня мягкие свитера, ничего нигде не сдавливает, то есть все свободное, мягкие кроссовки. Ну, то есть у меня нет ничего, что мне доставляет какой-то сильный дискомфорт.
чтобы я носила длительное время. Другой вопрос, что иногда, вот как на записи этого видео, мне приходится надевать какую-то неудобную одежду, как вот этот пиджак, к примеру. Он синтетический и он колется. Сейчас будет, подозреваю, много комментариев, что Ольга, ну снимите же в этот пиджак, чего ж вы мучаетесь. Но у меня вот такая задумка, что я должна быть в этом пиджаке. Иногда случается, что я надеваю что-то мне не сильно нравящееся, но я понимаю, что это на 15 минут, и я могу это потерпеть. Тем более, возвращаясь к пункту первому, это все-таки полезно, когда время от времени вы надеваете некомфортную одежду. Это не способствует такой очень высокой гиперчувствительности все-таки. Это позволяет держаться на каком-то уровне среднем. Вот, поэтому иногда я это делаю сознательно. Далее никаких тугих причесок с косичками, с натяжением волос, потому что в этом случае все внимание уйдет на это натяжение волос, и невозможно будет сконцентрироваться на чем-то другом. Мне кажется, что я рассказала все о своем опыте гиперчувствительности кожной. Если у вас есть вопросы, задавайте смело в комментариях. Если есть желание поделиться своим опытом, тоже пишите в комментарии или пишите в личные сообщения. На этом все. Будьте здоровы, подписывайтесь, если еще не подписывались, ставьте лайк. И до новых встреч. Пока.